Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – золотая возможность для Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Обещание избранного президента Трампа разрешить войну в Украине, скорее всего, окажется легче сказать, чем сделать. Но есть возможность для мира, которая требует гораздо меньше усилий, но предлагает значительные награды. Прекращение многолетней вражды между Арменией и Азербайджаном. Разрешение этого конфликта, который привел к 2 войнам и заставил более 100 тысяч армян покинуть Нагорный Карабах только в 2023 году, уже в пределах досягаемости. Все, что нужно, это последний толчок, который может обеспечить только Вашингтон. Большая часть подготовительной работы уже была заложена администрацией Байдена, которая также пыталась подтолкнуть Азербайджан, более сильный из 2 стран в военном отношении, к принятию инициатив Армении о мире. Но президент Байден не вмешивался лично. Господин Трамп может вмешаться и заключить сделку. Новый президент может пригласить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом для исторического соглашения. Без участия высокопоставленных представителей США переговоры рискуют застопориться, что даст Азербайджану возможность продолжать свои военные угрозы Армении, а России восстановить свое влияние в регионе. Личный толчок со стороны мистера Трампа мог бы обеспечить заключение сделки, которая положит конец десятилетиям враждебности в регионе, где долгое время доминировало российское вмешательство. Мир на Южном Кавказе принесет пользу США и их союзникам, помогая постсоветским республикам вернуть себе экономический суверенитет и сдерживать неоимпериалистическую Россию. Мирный договор может расширить доступ к Среднему коридору, жизненно важному торговому маршруту, связывающему европейские рынки с ресурсами Центральной Азии, включая энергию и редкоземельные металлы, открывая возможности для развития, торговли и энергетического сотрудничества. Личный подход Трампа также мог бы улучшить отношения с таким трудным союзником, как Турция. Правительство Армении пришло к власти в результате мирной демократической революции в 2018 году и было непреклонно в отношении мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Американо-турецкие отношения были напряженными во время правления первой администрации Трампа, но президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что поддерживает мирный договор между Арменией и Азербайджаном и пообещал открыть границу с Арменией и восстановить дипломатические отношения, как только это произойдет, говорится в статье The Wall Street Journal. По поводу действительно сложных взаимоотношений между Турцией и США выскажу свое мнение и приведу несколько фактов. Со временем становится все сложнее отличить политический театр от реальной политики. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, между базой «Америка прежде всего» и исламистско-националистической базой в Турции существуют серьезные противоречия. Чиновники в Белом доме, придерживающиеся принципа «Америка прежде всего», могут уважать успехи Турции на местах, ее дипломатические усилия и накопленный опыт, но при этом они также способны заметить ее идеологические мотивы. Правые круги, долгое время остававшиеся на периферии американской политики, знакомы с долгосрочными политическими проектами и, скорее всего, встревожатся из-за ведения Анкары в отношении региона. Турция уже доказала, что может взаимодействовать с ультраправыми движениями, такими как те, что действуют в Венгрии и Италии. Однако аналогичная трансформация в США приведет к системному сдвигу, который втянет Турцию в сферы, где противоречия становятся непримиримыми. Это касается как Израиля, так и других стран Средиземноморья. Греция и Турция вступили в НАТО одновременно, в 1952 году, и американская дипломатия долгое время старалась поддерживать хрупкий баланс между ними. Однако новая администрация Трампа может занять иную позицию. Уже к концу первого срока Трампа у госсекретаря Майка Помпео были напряженные отношения с Турцией. Он начал демонстрировать поддержку Греции, посещая американские военные базы на греческих островах. При втором президентском сроке Трампа эта динамика, вероятно, лишь усилится. Таким образом, несмотря на то, что харизма Эрдогана может производить впечатление на Трампа, политические движения, в которые вовлечены оба лидера, не слишком совместимы. Отношения между странами могут временно улучшиться, но в долгосрочной перспективе вряд ли будут стабильными.
Важно, чтобы Армения и Азербайджан добросовестно вели переговоры по всем нерешенным вопросам, избегая резкой риторики и угроз применения силы. Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс в Брюсселе заявила главный представитель Евросоюза по внешним связям и вопросам безопасности Анита Хиппер. Она подтвердила готовность ЕС поддержать стороны для достижения устойчивого мира в регионе. Анита Хиппер подчеркнула, что сторонам рекомендуется продолжать диалог и находить взаимоприемлемые решения, которые удовлетворят их соответствующие озабоченности. Недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева не только представляют угрозу миссии наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе, но и бросают вызов основополагающим принципам и безопасности Евросоюза в целом. Как ЕС собирается реагировать на подобные провокации и какие шаги будут предприняты для обеспечения региональной стабильности и защиты фундаментальных ценностей ЕС? ЕС постоянно призывает стороны воздерживаться от шагов, которые могут нанести вред мирному процессу. В частности, мы придаем большое значение избеганию резкой риторики и призываем стороны работать над поиском взаимоприемлемых решений для создания стабильного и мирного будущего для всех народов региона. ЕС продолжает активное взаимодействие с обеими сторонами, включая консультации по процессу урегулирования, а также по позитивным событиям прошлого года в сфере двустороннего сотрудничества. Мы призываем стороны продолжать диалог и находить взаимоприемлемые решения, которые позволят решить их соответствующие проблемы. Это послание недавно повторила спецпредставитель ЕС Грона во время своих визитов в Баку и Ереван, где она встретилась с руководством обеих стран. То же самое послание было подтверждено президентом Европейского совета Костой 9 января 2025 года во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Продолжающаяся агрессия Азербайджана против Армении и депортация коренного населения Нагорного Карабаха вызывают серьезные опасения с точки зрения прав человека и территориальной целостности. Какие практические шаги собирается предпринять ЕС, чтобы оказать давление на Азербайджан и отреагировать на эти нарушения? В последние годы ЕС поддерживал обе стороны в процессе урегулирования, в том числе в решении проблем, связанных с перемещенным населением. Мы вновь призываем стороны добросовестно вести переговоры по всем нерешенным вопросам и продолжим наш диалог с обеими сторонами по этим вопросам. Заявления Алиева подрывают обязательства ЕС как посредника на Южном Кавказе и ставят под угрозу демократический путь, выбранный Арменией. Как ЕС собирается сохранять свою роль справедливого и эффективного посредника, и будут ли ощутимые последствия для действий и риторики Азербайджана? ЕС вновь подчеркивает важность ведения сторонами по доброй воле диалога по всем нерешенным вопросам, избегая резкой риторики и угроз применения силы. Мы приветствуем все усилия, направленные на установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Помимо других международных усилий, Брюссельский процесс в 2021-2023 годах позволил лидерам обеих сторон активно участвовать в дискуссиях по ключевым вопросам. Это обеспечило структурную основу и необходимое пространство для продвижения процесса урегулирования, что было оценено обеими сторонами. ЕС высоко оценивает позитивный прогресс, достигнутый в дальнейших двусторонних отношениях, и надеется, что 2025 год принесет больше положительных результатов на благо всего населения региона. ЕС готов оказать дополнительную поддержку обеим сторонам, подытожила Анита Хиппер. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.